Всем привет! Как дела? Как настроение? У меня сегодня отличное для того, чтобы приготовить для вас просто два в одном рецепт. Посмотрите, какой у меня сочный и вкусный бутерброд. Это икра из тыквы. Во-первых, она недорогая. Во-вторых, ее можно хранить в заготовке. В-третьих, ее можно консервировать. И все эти крутые моменты вы увидите дальше в моем видео. Для рецепта нам понадобятся самые простые ингредиенты, которые есть у вас дома. Первое, что мы сделаем, нарежем соломкой красный лук. Вы можете использовать любой другой лук, вообще не принципиально. Сразу отправляем лук в кастрюлю. Он будет у нас первый жариться. Жарим на растительном масле, постоянно обильно помешивая. Морковку нарежем вот такими сначала слайсами. Морковки нам понадобится гораздо меньше, чем лука, примерно грамм 70 на все это количество. Морковка и так придаст сладость нашей икре. Это будет очень вкусно. Пока есть время, нарезаем чеснок, я его делю пополам и вот такой вот крупными слайсами нарезаем. После того, как слегка спассеровали лук, добавляем ароматный чеснок и морковь. Возьмем одну часть тыквы, это здесь примерно 1 килограмм. Удаляем вот эту вот сердцевину немножко. Все, отлично, убрали ее. Остальную часть зачищаем ножом, либо экономкой, как вам удобно. Нарезаем хаотично, потому что когда тыква пожарится, она разделится на волокна, то есть разойдется. Благодаря тому, что она разойдется на волокна, ее будет легко перебить, и она будет очень вкусная и насыщена всеми нашими ништяками, которые мы добавим еще дополнительно. Отправили нашу тыкву для того, чтобы ее протушить на медленном огне. Томите, пожалуйста, только на медленном огне, потому что тыква наша должна отдать сок, и тогда наша икра станет насыщенной и очень вкусной. А пока тушится наша икра, мы займемся томатами. Нам понадобится 2 небольших томата, общим весом примерно где-то 220 грамм. Отрезаем попки, разрезаем пополам. Отрезаем кожицу с нашего помидора, потому что она нам не понадобится. Не забываем первое время помешивать, пока тыква не отдаст первый свой сок. Друзья, спустя 40 минут возьмем наши томаты, нарежем наши томаты слайсами. Все это делается, как всегда, быстро. Я увеличил мощность на икре, для того, чтобы выпарить всю жидкость. Не нужно, потому что сейчас мы закинем томаты, они еще дадут жидкость. Нам нужно умеренное количество жидкости в нашей икре. Добавляем томаты. Добавим столовую ложку, но без горки сахара. Добавим соли. Добавим любого острого соуса. Я добавляю 1 столовую ложечку, потому что я люблю поярче, поострее. Все это перемешиваем. Мне маловато соли, поэтому я еще немножко добавлю. А так по остринке прям вообще пушка. Кстати, рекомендую, когда вы будете томить на медленном огне, когда закинете тыкву, томите ее под крышкой и на медленном. Это важно, тогда она отпустит все соки и будет сочная у вас икра. Самое главное в икре довести ее до такой консистенции, когда она жидкость густая, не льется, а именно густая консистенция именно жидкости. Потом это все перемешиваем и сразу же снимаем с огня. Как только мы сняли с огня, сразу берем картофелемялку. Я думаю, у каждого из вас она есть. И берем, перебиваем все картофелемялкой. Ребята, это очень вкусно.
Я прям в восторге. Даже от самого себя. Смотрите. Этот рецепт можно использовать даже для консервации. Берете баночку вот такую. Ну, не обязательно такую, примерно, да. Берете ее, стерилизуете вместе с крышкой. Только икра приготовилась, перебили ее, закинули, закрыли и остудили до полного охлаждения, так, чтобы она полностью отлежалась, отдохнула, и можно оставлять себе даже на зиму этот рецепт. Поэтому это 2 в 1. Отправляем все это по баночкам, красивенько, аккуратненько. Потрясающая консистенция, просто волшебство. И самое приятное в каждом видео, обожаю попробовать то, что я приготовил. Просто не передать словами. Вы будете просто в восторге, когда приготовите икру по моему рецепту. Честно, так хочется всегда вас всех угостить, пригласить себя домой за чашку чая и накормить вас вкусной едой. А на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего настроения и всего самого доброго. Всем пока!